Привет-привет! Вот обзор пудр, как вы хотели. Делаю, снимаю, показываю. Вот здесь у меня слева это все коробочки Lindis. И Lindis я делала выкраски и на белом, и на черном, потому что... Это сюда или нет? Нет, это все сюда. Так. Потому что есть пудры, которые на белом выглядят вот так, а на черном выглядят по-другому. Так что вот, поэтому разные. Разные приходится делать сводчи на разные бумаги. Здесь я уже Stampin' Dolls делала только на белом, потому что на черном, ну, то же самое будет. А здесь, видите, есть сюрпризы. Так что давайте начнем со Stampin' Dolls. Вот у меня такое количество этих пудр, прям вообще немало, что-то я набрала их. Вот баночки вот так вот выглядят. То есть по сравнению с Stampin' Dolls, как бы вот, смотрите. Почувствуй разницу называется, да? Вот, но я не помню цены, чтобы прям сказать, что это стоит столько-то, это столько-то, а граммов вот мало, да? То есть, ну вот просто знаете, что вот относительно друг друга баночки выглядят вот так вот. И относительно Ranger тоже, видите? Донышко. То есть донышко Ranger, по донышку Ranger, наверное, в 2 раза больше. Вот, и давайте расскажу вам про Lindis. Я их люблю, эти пудры, потому что у них интересные эффекты. И начала я с новеньких, которые вот буквально на днях привезла в дом. И это вот такой вот сапфир. Меня она заинтересовала тем, что в баночке помимо зеленого оттенка был еще бирюзовый отлив. И мне стало интересно, как это будет смотреться, когда пудра расплавится. Но в итоге, сейчас я найду, где она. Вот. Эта пудра, скажу честно, меня немного разочаровала. Цвет очень красивый. То есть это реально вот такой яркая мята с переливом в бирюзу. То есть вот не совсем он заметен, но есть этот бирюзовый. Но на белом, посмотрите, оно оставляет пятна. То есть вот тут я рассыпала чуть-чуть пудры без дабера, вот остался прям след. И вот тут, здесь был дабер, а здесь его не было, видите, вот эти вот голубые, ну такие бирюзовые подтеки, это не убирается. И бирюзовый отлив вот на белом он виднее, но мне кажется, это потому что я когда стирала, я пыталась вот это вот, ну то есть убирать и намазала чуть-чуть поверх уже запеченной пудры, я намазала то, что смахивалось у меня с бумаги. Поэтому здесь такой более заметный отлив в бирюзу. С черным у меня не было такого, так тут меньше отлив. То есть, ну, бирюзы практически я как бы, ну, очень плохо заметна она. Но цвет красивый, мне нравится этот цвет. Такая вот яркая мята получилась. И красиво, интересно. Так, вот следующий, это вот Примадонна. Вот такая вот она яркая в баночке. И, в принципе, такая же яркая и на бумаге. Прикольный цвет, мне нравится. И здесь есть эффект, что она серебром отливает. То есть вот такая яркая фиолетовая. И видно на ней проблески серебра. Более заметно на белом. Это серебришка. Вот, красивая пудра, мне нравится она. Так, следующая была вот эта вот Клеопатра. И это одна из первых пудр в обзоре, которая на черном выглядит по-другому, чем на белом. Вот, циферка 3. Вот, смотрите, на белом она... такого красивого, какого-то бежево-розового оттенка. Классный цвет и переливается вот в этот, в медный, да. А здесь остается только медный цвет. То есть нету вот этого, этой бежевости, красивенькой такой, вот этой, не знаю, даже персиковости. То есть остается чисто вот этот блеск меди на черном. Вот. Видно вам разницу, да? Вот так вот. Эти два. Но красивая, мне нравится. На белом мне очень нравится этот оттенок. На черном, ну, медь, в общем. Так, вот этот вот мне тоже было интересно, какой-то Midnight. В общем, я не буду читать название, девочки, вы меня простите, потому что я еще тот чтец по-английски. Она одинаково выглядит вот как на белом, так и на черном. Очень красивая пудра с вот таким вот переливом, видите, она прямо, ну, очень круто блестит. Мне нравится. То есть, что на белом, что на черном, она одинаково клевая. Так, следующая, это интересные пудры смеси, которые чуть-чуть похожи на смеси от Stampin' Dolls. Вот.
И вот смотрите их название. В этой пудре нету глиттера, вот в этой он есть, то есть прям видно, вот золотой глиттер, он блестит. А в этой нету. Вот шелкап, она вот белая основа, и там, где крупные, вот они вот так выглядят, крупные частицы, но их надо прям, я посыпала сверху и снизу запекала, потому что они так не держат. То есть, когда ты смахиваешь, эти крупные частички не остаются, но вот такие вот мелкие, это вот вокруг то, что, в принципе, оставалось, когда я смахивала. То есть на белом будут вот такие вот черные и золотые вкрапления, красивые. И вот этот тоже красивый за счет блеска глиттера золотого, и тоже тут и золото вкрапления, и черного, и белого. Интересная пудра. Вот, значит, это вот так. На белом 5-6, вот они выглядят вот так, поставлю. Ну, то есть, в принципе, то же самое. Видите? Одинаково. Смотрится очень красиво, мне нравится. У меня вообще эти пудры очень хорошо пошли, особенно вот этот гранит я использовала в лампочке. Он такой классный эффект дает, то есть я просто дабером или через трафарет добавляла эту пудру, и получается красивый эффект, потому что она неоднородная и очень хорошо ложится. Я прям была очень довольна этими пудрами, и вот поэтому добавила еще себе другие цвета в коллекцию, потому что выглядела она очень-очень круто. Так, следующий я буду ориентироваться по черному, потому что на белом у меня все как попало приклеено. Так, это та же серия, продолжение вот этих вот разных смесей. То есть, видите, здесь прям целый листик этих разных смесей. Очень красивые. Вот смотрите, вот это вот на голубом. Прям оттенок такой шикарный. Сейчас я найду ее. Найду. Так, вот 11-й давайте покажу. Вот здесь вот он. Вот этот мой гранит. Вот он, смотрите, какой красивый. Вот в лампочке я прям полбанки израсходовала. Мне так нравится. У нее вот в граните есть еще вот эти вот такие вот, как слюда, что ли. Видите, она блестит. Вот и так на белом выглядит. Очень красиво, мне нравится. Так, я уже 7 минут, а показала только мало пудр. Надо ускоряться, а то видео будет на 1000 лет. Так, сейчас я найду. Вот они. Так, вот 7. Ну, в принципе, эти пудры можно показать только на черном, потому что, ну, вот они на белом одинаково выглядят. Вот, видите, этот голубой очень красивый. Я прям залипла на эту пудру, как она мне нравится. Посмотрите, какая она красивая. Вот, это на черном. То есть тут основа черная, и в ней тоже вот эти вкрапления серебра и золота. Красивая. Смотрите, какая. Вот, потом это типа ржавчины, тоже очень красивая, видите, тут много-много цветов намешано вместе. Потом вот эта вот пудра, в ней голубые вот пластиночки такие вот, слюда, фу, розовая, что я говорю, розовая слюда, то есть тоже красивая. Так, это мы посмотрели, а это вот такой ярко-розовый, красивый. Так, переходим к следующему. Вот еще раз покажу вам, чтобы вы название могли, если что, переписать. И переходим к следующему, где оно у нас? Вот. Тут практически все меняют цвет, потому что, видите, остался только шиммер от цвета. Сейчас мы тогда найдем на белом, чтобы я вам показала. Так, это 13, 14, 15, 16. Вот 14 нашла. Вот она, посмотрите. Вот. То есть на белом она красная, а на черном она вот такая бирюзовая переливает. То есть, в принципе, очень похоже на ту же бирюзу от вот этого, видите, Midnight. Вот. А в деле получается, что она вот такая красная. И в баночке она красная. Вот. Она называется Red Tail, то есть вот красный и вот этот вот как бы бирюзовый. И вот видите, на белом она красная с таким отливом. Под углом видно чуть-чуть бирюзы, а здесь чистая вот бирюза, от красного не осталось и напоминания. Вот, так, дальше. Что тут? 13. Это, в принципе, вот это вот
бронза, и она вот что на черном бронза, что на белом бронза. Вот. Так, это Blue Gold, это 16, сейчас мы его найдем. Вот он. Красивый оттенок такой, видите, голубой, ну а на черном это темно-синий. Вот так вот на белом. И вот так на черном, видите, темно-синий оттенок. Так, осталось Midnight Gold. Но она тоже будет одинаковая, вот она, видите? То есть, что тут золото, что на белом, такое темное золото. То есть основа черная и золото. И получается, что вот так вот оно переливается чистым золотым шиммером. Так, дальше вот это что-то красивое. Purple Gold. И оно, вот смотрите, оно тут вроде как бы в золото все ушло, но при этом, видите, есть крупинки фиолетового. Интересно получилось. И тут просто фиолетовый. Он фиолетовый и здесь, вот видите? То есть этот без эффектов. Ну, то есть вот фиолетовый. Так, А18, вот он. То есть вот так вот он выглядит на белом. Такой вот розово-фиолетовый цвет. И вот так на черном, видите, остается только золото и чуть-чуть вкрапление фиолетового. А тут чуть-чуть вкрапление золота. Вот такой интересный эффект. Вот. Красивая пудра. Что, Тасенька? Так. А вот здесь у нас, значит, 18. Вот. Это тоже я использовала в лампочке эту пудру. То есть вот она на белом дает очень красивый. То есть основа белая и с красивым золотым переливом. Мне очень понравилась эта пудра. И вот на черном она, видите, просто золото. Так, 19. Вот опять та пудра, которая на белом одного цвета, а на черном другого. То есть вот так она красивая, такая бежевая, с бирюзовым отливом. Видите, вот так под углом видно его. А тут чисто бирюза. И причем эта бирюза, она похожа, что вот эта бирюза, видите? Шиммер, видимо, один и тот же в пудрах, и на черном остается одинаковые пятна. Что вот эта бирюза, вот, видите, все одно. То есть купите 3 разных цвета пудры, а вообще будет красная, белая и черная, а на черном они у вас будут получаться вот таким одинаковым бирюзовым пятном. Вот вам сюрприз. Так, ну, оранжевый и... Он и тут оранжевый, то есть вот он. А вот этот вот Merci Beaucoup мятный, он получается белый с легким отливом в мятный. И, в принципе, он одинаковый и на белом, и на черном. То есть вот белая основа и вот такой чуть-чуть мятный отлив. Красивая тоже очень пудрочка. Так, дальше 22. Вот тоже, видите, этот раст, типа как бы чуть-чуть, видимо, тут оранжевый или медь. И вот он вот такой вот красный на белом фоне. Вот тоже. А, терракота раст, видите, вот. Но тут она совсем не терракота для меня, я вижу ее как красную. То есть терракота это что-то кирпичного должно быть, да, ближе к нему. Ну вот я вижу красный и бронзовый на черном. Хочу посмотреть с тем. А, нет, вот тот красный, он другой. Вот этот красный более розовый, такой чуть-чуть розы в нем есть, и бирюзовый отлив. А это вот красный, и чуть-чуть у нее такой вот какой-то оранжевый отлив, то есть вот такой бронзовый даже чуть-чуть. Но основа все равно не терракота, то есть нет. Меня подкупило это название, а в итоге как бы вот я вижу красный. Так, и вот 23 тоже, смотрите, Shabby Green, то есть вот опять же этот похожий, видите, да? Основа на черном, и вот вам зеленый на белом. То есть, а зеленый красивый, не просто зеленый, у него еще есть желтые крапинки. Интересный такой цвет. Лайм получается. А на черном вот тут тоже этот цвет, и есть маленькие желтые крапинки. Вот видите? В общем, вот так. Так эти пудры играются с нами, что не ожидаешь от них.
Вот, это зеленый и вот такой вот красивый цвет Тиффани. Он и на белом, в принципе, такой же. Вот, видите? То есть это без сюрпризов. Пудра очень красивая. Вот этот шикарный оттенок вообще. Вот он вот так называется. Прямо вообще мне очень понравился. Так, желтый тут, без сюрпризов. А вот этот вот орбит какой-то оливковый золотой. Это здесь белая основа и отлив в оливковый у нее идет. Вот, а на черном это вот какой-то, как, не знаю, зеленое золото, что ли, можно сказать. Ну, то есть оливковый шиммер, вот такой вот. Вот. Интересная пудра. Это вот получается одна серия вот с теми белыми. То есть вот это вот белая в мятный, которая, и вот это вот, где еще-то у нас была белая, которая вот в золото. Крылья ангела, вот она, видите? Это, видимо, одна серия у них. Так, дальше, что вот здесь. Вот 28, вот она, это розовенькая, очень красивый розовый нежный оттенок. Она одинаковая и на белом, и на черном. Вот. Красивый розовый, нежный, очень девчачий такой. А тут у меня была отсыпана пудра, от Юлианы пришла в обычной коробочке. Я расплавила, чтобы посмотреть, в какую коробочку пересыпать. Так это не считается. Так, ну вот, мы закончили с Линдис. Я вам еще раз покажу с названием свотчи, чтобы вы могли себе какие-то, может быть, вы запомнили, могли себе записать. Вот. Так, и следующее, давайте Stampin' Dolls будем смотреть. Это пудра без сюрпризов, поэтому она у меня вся на белом выкрашена. Так, вот ее выкраски красивые. Тут, видите, у меня прям... И это я еще хотела показать. Это от фабрики Декору, называется радужный графит. Тоже очень красивая пудра. Это у нее голографические блестки и черная основа. Смотрится прям космически красиво. Мне она очень нравится. Интересная. Вот, видите, как прямо переливается, вся блестит. Так, и давайте к этой пудре перейдем. Это большие банки. Вот первые две, это вот такие вот пудры. То есть прям их большой мешочек. Много грамм, вот в таком вот они пластике. Это у меня под ржавчину, которая прям, она очень текстурная. То есть вот я ее пальцем трогаю, и у нее здесь как будто и камушки есть. Видите, у нее еще вот такие вот, как будто отлупившаяся краска, и она достаточно объемная. Вот. У нее часть расплавляется, то есть есть черные вкрапления, которые плавятся, а есть черные вкрапления, которые остаются и дают вот эту вот шершавость, такой вот прям реальный эффект ржавчины. Очень фактурная пудра. Вот, а вот этот вот, это как снежок, видите, она вся переливается. То есть белая основа и вот разные голографические блестки на ней. Вот название. Клевые пудры, прям целые мешочки такие их. Так, а дальше это вот эти вот баночки. Вот так они выглядят. То есть это серия вот эта Edged, или как правильно прочитать. И вот разные у них, то есть написано эмбоссинг эмаль. И дальше вот рядом с Edged вот это вот цвет. Или как правильно читается. В общем, девочки, простите меня, пожалуйста, позорище. Вот, и... Значит, вот это охра и типа как специи, они очень между собой похожи. Единственное, что у них разница, это в основе. То есть у этой основа такая более желтая, то есть охры цвет, а у этой более такая красно-оранжевая, что ли. Но в основном вот вид одинаковый. То есть вот здесь у меня просто осталось больше вот этого шиммера золотого и бронзового. Поэтому кажется, что она чуть-чуть отличается. Но вот на самом деле, если здесь оставить столько же вот этого дополнительного цвета, вот этих крупного помола, да, частичек, то они выглядят одинаково. И, в принципе, они выглядят обе как ржавчина. То есть, сейчас мы найдем ржавчину от Линдис. Где-то она тут. Вот, смотрите.
Вот, кто-то, я помню, искал пудру ржавчины. Вот смотрите, у вас есть огромный выбор. Вот такая ржавчина, прям совсем которая. И вот такие варианты, которые не настолько текстурные, но вот в принципе все имеют место быть. Вот. Клевые. Причем мне все нравятся. Я люблю ржавчину. Но вот от Lindis она в ней больше цветов намешано. Тут, вот если посмотрите, тут и желтый, и оранжевый, и красный, еще какие-то очень-очень много оттенков. В этих не так много. Вот, но красивые, классные. То есть любую, вот если хотите ржавчину, вот вам прям выбор. Смотрите, или охру, или специи, или вот от Lindis Rust. Так, черный. Прикольный, он прям, смотрите, как блестит. Как будто клякса такая, вот разлили, чем крыши-то поливают, и в детстве мы как жвачку жевали, забыла, гудрон. Вот, прям видите, как блестит, просто настолько это глянцевая поверхность получается с вот такими золотыми вкраплениями. Клевая, мне нравится она. Так, и здесь вот это чуть-чуть с фиолетовым, то есть оттенок вот это золото. Сейчас я посмотрю, что тут есть. Светлое золото и такое яркое, желтое, ну не знаю, даже не сколько желтое, но вот, в общем, светлое и желтое золото, и основа темное фиолетовая. Вот так вот. Так, поехали дальше. А дальше вот это снова вот эта серия, то есть все они, видите, и здесь зелень, green. То есть к ним подмешано в основном одинаково. Вот либо светлое золото и бронза, как вот в зеленом, либо светлое и такое более желтое. То есть вот это желтое золото, оно одинаковое здесь, но здесь подмешано, вот здесь бронза, а здесь такое светлое золото, может даже, можно сказать, серебро, наверное. Золото, можно сказать, серебро. Ну вот что это? Ну, мне просто, это, знаете, как теплый оттенок, поэтому мне хочется сказать, что это светлое золото, нежели это какое-то серебро. В общем, вот. Здесь основа темно-синяя, красивая. Здесь темная бирюза. Здесь зелень. Вот. Красивые очень пудры. А вот эти 5, это был набор. Это не вот такие большие баночки, а набор из вот таких вот маленьких пробирочек, так сказать. Вот, их там 5, набор называется вот так вот. И в нем вот такие вот цвета, то есть Shabby Blue, Shabby Pink, Shabby White. Вот. Они с глиттером, вот Blue с таким голубеньким, чуть-чуть даже, может, в бирюзу сказать, глиттером. Белый он с золотым. И розовый он тоже с золотым глиттером. То есть здесь есть золотые вкрапления крупненькие, есть золотой глиттер и розовая основа. И белые крупные еще вкрапления. В белом только получается белый, золото и глиттер. А в голубом здесь есть белый, крупный, золотой крупный, глиттер голубой и сама основа голубая. Очень красивые цвета. Вот, посмотрите на них. И еще там были вот серебро и золото. Вот. Но опять же серебро, вот оно мне не выглядит серебром, я тоже смотрю, что это какой-то теплый оттенок. Основа у них у обоих черная. То есть вот смотрите, так выглядит серебро. Причем в нем я тоже вижу вкрапление вот этого яркого желтого золота, вот такого вот, и светлого золота. То есть серебра, ну я не знаю, мой глаз не видит вот насколько прям, чтобы серебро было. И вот такое вот золото. Тут тоже бронза и желтое золото. Вот так вот. Вот снова все цвета вам. И вот эти цвета. Тут где 3 ржавчины. Можете заценить, посмотреть, выбрать. Фиолетовый, черный, шикарный. И белый, снежный. Так. И это пудра от Ranger, это серия Mix Media, вот такой вот я фиолетовый выбрала, в нем тоже есть, вот в нем я вижу, что есть серебро, то есть вот тут конкретно серебро, мой взгляд улавливает, чуть-чуть золота и чуть-чуть черного. Вот. Красивая смесь,
Она в баночке такая же, в принципе, как и вот, то есть можно, сюрпризов нет. Вот ты видишь, как это, как в баночке, так оно и на бумаге сплавилось. Вот этот я обожаю, это мой любимый. У меня этой пудре лет не знаю сколько. Ну, прям огромное количество. Мне кажется, я еще из России привезла ее, и я ее обожаю. Это одна из моих самых любимых пудр. Тут намешано много-много разных цветов. То есть и темно-зеленый, и бирюзовый, и мятный, еще какой-то, не знаю, чуть-чуть коричневый, что ли. В общем, много-много разных цветов намешано, и она очень красивая. Я ее обожаю. Я ее добавляю еще, когда делаю какие-то ржавчины. Она дает эффект патины. Шикарная вообще, обожаю ее. А дальше это серия антик, тоже как вот это вот. Вот это только просто белое. То есть оно дает крупные такие вот, если посмотреть, видите, она не ложится, как вот, например, вот эта эмаль, видите, она запеклась такой лужицей. Это нет, это не ложится лужицей, она такой шершавой поверхностью ложится. Вот, и вот это очень красивый цвет, Sky Blue, он у меня просто попал в эту коробочку, и мне он очень-очень нравится. Это такой, знаете, голубой с легким оттенком в серый. Прекрасный цвет вообще. Обожаю его. Ну вот и все. Я боялась, что долго получится. Мы с вами в 18 минут уложились. Прям совсем ничего, можно сказать. Надеюсь, вам обзор был полезен. Столько болтать пришлось, потому что не все на камеру улавливается. И хочется как-то вам объяснить цвет, да, то, что я вижу, то, что от баночки отличается и при запекании получается. Потому что, например, вот эта вот примадонна, она, видите, прям вообще яркая. То есть вот ты видишь в баночке, что она вот, в принципе, такое и будет. А, например, взять вот этот вот цвет, он здесь был такой красивый, петрольный. А потом в итоге на выкрасках он, ну, он не так выглядит. Поэтому все надо смотреть именно на свотчах, да, потому что вот... И тут он даже не выглядит так же. То есть вот здесь он смотрелся такой темно-синий. Вот знаете, прям реально вот, как он называется, какое-то там небо, да. Вот он смотрелся таким темно-синим в уход в петрольный. А на бумаге нет такого. То есть ни на черном, ни на белом он вот эту петроль не выдал мне, которую я хотела. Он больше выдал, ну, бирюзу какую-то. Вот. Но красивый, я не жалею, что он мне очень нравится, но просто в нем нет темно-синего петроля, в нем есть что-то более яркое, бирюзовое. Но красивый, видите? Так что вот, опять куча объяснений, и чтобы, надеюсь, что это видео вам будет полезным. То есть я хотела именно помочь вам в выборе, что, может быть, вы хотите какую-то пудру докупить, задумываетесь об этом, хотели бы увидеть результат. Вот я вам примерно рассказала, какая красивая Клеопатра. Вот прям розово-персиковый с бронзовым отливом. Вот, ну, шикарный цвет. И тут просто бронза. То есть на белом гораздо красивее цвет. Так что все надо смотреть на выкрасках, потому что не угадаешь. Вот. И тут, мне кажется, тоже, когда все намешано, интереснее посмотреть, как это смотрится на бумаге, да? Так что вот, девочки. Расскажите, было ли вам полезно в таком формате, или слишком много болтовни, или как-то по-другому показывать. В общем, выслушаю все ваши рекомендации, замечания, пожелания. Готова к обратной связи. Все, до новых встреч. Пока-пока.